Ну что, друзья, Новый год к нам мчится, и самое время узнать, на каких же сферах жизни будет сделан главный акцент в вашей жизни в наступающем году и какие события будут происходить на протяжении 2025 года. В этом видео мы с вами будем разбирать годовой прогноз для восходящих водолеев. Друзья, это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! Но прежде чем мы приступим к трактовкам непосредственно самого прогноза, я хочу пояснить, что я ведический астролог. И положение планет, которое я рассматриваю в гороскопе, оно полностью соответствует положению планет на небе, если вы возьмете телескоп и посмотрите прямо в него. Разбор гороскопа у нас делается для восходящих знаков, потому что именно так мы с вами устанавливаем факт того либо иного события в вашей жизни. То есть мы прогноз смотрим не для солнечных, не для лунных знаков зодиака, а именно для восходящих знаков, если вы хотите получить наиболее правдоподобные трактовки и понимать, что же будет происходить в вашей жизни. На канале у меня есть инструкция, видеоинструкция, как построить свой гороскоп в ведическом стиле, как его расшифровать и, как минимум, узнать свой восходящий знак или асцендент, как мы его называем другими словами. Ссылка на это видео размещена в описании под этим видео, поэтому, пожалуйста, не поленитесь и постройте свои гороскопы. Есть еще один момент. Прогноз в этом видео я делаю по технике транзитов планет. То есть планеты на небе у нас с вами постоянно двигаются, перемещаются в новые знаки зодиака, в новые сектора вашего гороскопа. И на основании вот этих данных мы с вами делаем определенные выводы, каких же событий стоит ожидать в своей жизни именно в 2025 году. Значит, смотрите, план видео у нас с вами следующий. Сначала мы с вами будем рассматривать транзиты самых влиятельных, самых больших планет. Это транзит Сатурна, Юпитера, Раху, Кету, потому что именно они закладывают самый мощный событийный ряд в нашей жизни. И как раз таки вот все они практически одновременно в 2025 году меняют свои знаки зодиака, и, соответственно, ваша жизнь однозначно примет новый вектор движения, и событийный ряд в вашей жизни поменяется. Также в этом видео мы с вами посмотрим, какие планеты и когда будут у нас ретроградными, что же от них стоит ожидать каждому из вас, какие уроки они хотят преподать. Затем мы с вами обсудим коридоры затмений, то есть это такие тоже у нас специализированные периоды, когда надо быть максимально аккуратными. И напоследок сделаем обзор с датами, с конкретными датами по ключевым сферам жизни, то есть по карьере, финансам, личной жизни, здоровью. И посмотрим вот эти более мелкие периоды, когда все-таки стоит и соломки подстелить, быть тоже максимально аккуратным, держать руку на пульсе, а когда стоит по максимуму себя проявить, чтобы получить наиболее благоприятные и наилучшие результаты от этих транзитов по этим сферам жизни. Ну что, давайте приступим. Восходящие водолеи. У нас с вами появляется отображение вашего гороскопа с положением вот медленных планет, их аспекты. Сейчас мы с вами по порядку каждый будем расшифровывать. И начнем мы, конечно же, с анализа Сатурна, потому что на протяжении всего 2024 года и до 29 марта 2025 года Сатурн находится у вас в первом доме гороскопа, поэтому что-то у вас уже, скажем так, могло проиграться в 2024 году, а что-то еще реализуется в первом квартале 2025 года. Мы с вами помним, что Сатурн — это у нас планета мудрости, планета нравоучений. Иногда она, не иногда, а частенько она приносит некий такой тяжелый опыт в нашу жизнь. И, конечно, находясь в первом доме гороскопа, Сатурн поднимает вопросы, которые связаны непосредственно с вами, с вашим поведением, с вашей личностью, с вашим телом, с вашим здоровьем. И вот в таком положении он, конечно же, учит вас определять для себя наиболее важные ценности по жизни. И по сути это такой период личностного роста и вот переоценки всего, всея и везде. И Сатурн заставляет остановиться, он заставляет подумать, кто вы, что вы, в каком направлении вообще в этой жизни вы хотите развиваться, как вы хотите проживать свою жизнь, куда
дальше, по сути, необходимо вам двигаться. То есть тут вот в первую очередь надо в целом осознать именно свою позицию в обществе и, ну, как бы в жизни. Период действительно может быть как-то осложнен какими-то вот неудачами, проблемами. Это могут быть проблемы со здоровьем, либо это могут быть иного рода препятствия, застои в вашей жизни. Тут важно не торопиться, а задуматься, а в правильном ли направлении вы двигаетесь. Или, может быть, ваша стратегия уже себя изжила, как-то устарела, и от нее пришло время отказаться, чтобы впустить в свою жизнь действительно что-то новое и стоящее. И вы можете чувствовать в этот период себя более уставшим или даже вот каким-то странным, каким-то загадочным, отрешенным, озабоченным какими-то делами и проблемами и мыслями. И вот в некоторые моменты вашей жизни даже может казаться, что вас никто не понимает, что все вас покинули, вам даже некому обратиться за помощью для решения вот своих вопросов. Либо вам может казаться, что к вам предъявляют какие-то необоснованно завышенные требования, но это всего лишь опыт, который вы действительно должны в этот период приобрести и научиться брать ответственность за свою жизнь именно в свои руки. Но Сатурн любит, когда люди действительно качественно, глубоко вникают в суть вопроса, да, в решение вопроса и пытаются вот прям разобраться во всем до мелочей, разложить все по полочкам. И тем более, как управитель 12-го дома, конечно же, Сатурн даст вам возможность, заставит вот сделать вот эту паузу, побыть наедине с собой, чтобы опять же произвести вот этот глубокий самоанализ. А кого-то из вас Сатурн может отправить даже в вынужденную изоляцию вследствие, как вариант, проблем со здоровьем. И это могут быть как проявление каких-то хронических заболеваний, либо это могут быть иные вялотекущие проблемы со здоровьем, тяжело диагностируемые, например, которые придется долго исправлять и лечить. Также Сатурн аспектирует 10-й дом гороскопа. Значит, у вас однозначно могут появляться какие-то новые обязательства на работе. Нагрузка в этот период действительно может увеличиваться. Либо кто-то может начать задумываться о смене работы, либо начнет предпринимать действия для того, чтобы вступить в какую-то новую должность. Да? То есть сменили работу, получили новую должность и вникаем в суть. И здесь действительно важно поработать над своей экспертизой, над своим профессионализмом, над своим личным брендом, собственным позиционированием. Если вы, например, развиваете какой-то собственный бизнес, то аналогичным образом думаем, да, что можно исправить, чтобы опять же расширить свое влияние на долгосрочную перспективу. Процессы в этот период могут двигаться медленно. Не все задуманное может реализовываться моментально с первого раза, причем как в бизнесе, так и в наемном труде. И вам действительно стоит доказать, что вы готовы занимать данную должность, да, что вы ей полностью как-то соответствуете, либо вам придется доказать качество своих продуктов, либо услуг, чтобы вы могли пойти в масштаб. То есть важно наработать именно опыт и определенные регалии. И также Сатурн аспектирует 7-й дом гороскопа. С одной стороны, это указывает на чистку вашего окружения, на чистку круга знакомых. И рядом с вами останутся только те контакты, которые являются надежными, полезными, либо только те, с которыми вы связаны какими-то обязательствами. В сфере продаж, консультаций, либо взаимодействия с клиентами могут возникать какие-то более серьезные такие взаимодействия. Это может быть взаимодействие со статусными людьми, либо иностранными клиентами. И вы с ними можете заключать долгосрочные сделки, либо там контракты, партнерства, но они могут быть, их может быть меньше. То есть клиентов может быть меньше в этот период, зато они будут более качественные и надежные. Но если вы уже работаете в партнерстве с кем-то, тогда вы можете даже пересмотреть условия совместного сотрудничества, пересмотреть те обязательства, которые вы исполняете, или кто-то может даже расстаться со своим партнером и распрощаться навсегда. Или может быть еще вариант, что вот вы решите открыть какой-то там новый филиал, и ваш партнер, например, может уехать руководить вот этим филиалом для осуществления деятельности. Также такой транзит Сатурна затронет вашу личную жизнь, и, соответственно, если вы свободны
Возможно, у кого-то свадьба, либо начало серьезных отношений, и ваш партнер в том числе может быть из другой страны. Но также не исключен и развод, если отношения себя уже изжили. То есть Сатурн проверяет их на прочность. Поэтому важно понять, зачем же вам эти отношения и куда вы хотите с ними двигаться. Если вы видите будущее вместе со своим партнером, это приведет определенно к браку. Если нет, то ваши пути разойдутся. То есть Сатурн однозначно устроит проверку отношениям, и ему важны качественные и долгосрочные отношения. И здесь вот придется принимать решение, либо как бы мы друг с другом дальше шагаем по жизни, либо наши пути окончательно расходятся. И также Сатурн аспектирует третий дом гороскопа, значит, общение в этот период может быть немножко меньше. Свои мысли вы можете выражать более емко, кратко, по делу. И также это сфера личных усилий, поэтому, конечно же, надо понимать, что реализация своих каких-то профессиональных амбиций там, для работы над своим личным брендом, для выстраивания отношения с кем-то, то есть вам вот для всего этого придется прилагать свои усилия, да, и результаты тоже будут зависеть полностью от того, сколько сил, времени вы вот в это вложили. Кто-то может начать уделять больше времени занятию своим хобби, особенно если это связано с каким-то ручным трудом, когда надо что-то мастерить, писать, создавать что-то именно своими руками. Кто-то может даже посещать какие-то тренинги, семинары, либо прочие обучающие мероприятия, чтобы, опять же, улучшить как бы и проработать определенный навык в какой-то сфере. Да, либо вот в занятии своим хобби. Даже со своими друзьями и единомышленниками вы можете преимущественно общаться через интернет, социальные сети, либо иные медиаплощадки, но опять же, общаться с ними надо по существу. И аналогично с братьями и сестрами. С одной стороны, вы можете меньше общаться из-за их занятости, либо своей занятости, либо из-за каких-то своих внутренних переживаний, а с другой стороны, в их жизни также могут произойти какие-то важные события, там, например, свадьба, карьерный рост и так далее, что-то важное. А затем с 29 марта 2025 года по 2 июня 2027 года Сатурн уже будет находиться в вашем втором доме гороскопа. Второй дом — это, конечно же, дом ресурсов человека, причем от материальных до нематериальных, которые оказывают сильное влияние на жизнедеятельность человека и на его жизнь в целом, да. И там, где стоит Сатурн, конечно же, всегда приходит много забот, возможно, проблем, которые необходимо надо решать. И в какой-то степени проявлять вот и терпение, собранность, сосредоточенность, и, возможно, даже идти в свой страх, делать то, что и не планировал. И в первую очередь, конечно же, Сатурн, он затронет финансовую сторону вопроса. В этот период вы начнете сильно озадачиваться и быть озабочены вот своим материальным положением, причем как настоящим, так и будущим. Но у каждого из водолеев это определенно будут свои обстоятельства. И я не могу сказать, что вот вы прям совсем будете сидеть без денег, либо настанут в вашей жизни какие-то жесткие, неблагоприятные времена именно в финансовом плане. Однако все-таки источники дохода, они могут быть у всех разные, и они могут меняться. То есть кто-то из вас начнет получать какие-то социальные выплаты, например, там пенсию, пожертвования, либо какие-то иные пособия, например, если вы вдруг пойдете в декрет. У кого-то это могут быть тайные и незадекларированные приходы денег. Кто-то из вас, например, решит пойти во фриланс, либо начнет подрабатывать таким образом, либо как-то начнет развиваться в творческих проектах, либо зарабатывать с помощью астрологии, психологии, либо развитием каких-то иных духовных и эзотерических проектов. Либо вы можете получать деньги в иностранной валюте или безналично, что, в принципе, тоже не так уж и плохо. Но однозначно будьте готовы к тому, что могут быть какие-то проблемы, либо ограничения с поступлением вот этих денег. Либо они будут приходить, например, позже, чем вы на то рассчитываете, либо они могут приходить в более меньшем объеме, чем, опять же, вы рассчитываете. Кто-то из вас может, например, даже уволиться или
направленно от каких-то вот источников своего дохода отказаться. Либо вот эти изменения, они будут приходить по каким-то иным обстоятельствам. Но как факт, это опять же надо принять, что ваши доходы вот в этот период немножко уменьшаются. Либо они могут быть из разряда, что вот из той категории, которую я уже озвучила. И я не могу сказать, что вот вы прям можете в этот период как-то очень сильно откладывать в свою кубышку. Да, на ваши потребности хватать определенно будет, но все-таки Сатурн является у вас управителем 12-го дома в гороскопе. Поэтому определенно ваши расходы, они будут превышать ваши доходы. И опять же, траты эти будут либо жизненно необходимыми, чтобы закрывать какие-то свои базовые потребности, либо там на необходимые нужды, на какие-то свои слабости, ну, кто-то может тратить на благотворительность. И, соответственно, вам надо разработать такую вот правильную финансовую стратегию, изучить финансовую грамотность при необходимости, если вы ей не владеете, чтобы все-таки наиболее комфортно проживать вот этот период и умело распоряжаться своими деньгами. То есть дебет, кредит должны быть посчитаны. И в идеале вам, конечно же, необходимо завести какие-то таблицы, какие-то учетные программы, приложения, которые будут помогать вам вести бухгалтерию. Причем как профессиональную, так и вот бытовую, да, чтобы каждый приход и расход все-таки был учитан. Хотя вот именно в вашем случае, как ни странно, на увеличение дохода также могут влиять какие-то медитации, духовные практики, там, равновесие, счастье, самооценка ваша. Даже ваши мечты могут наполнять вас вот этим ресурсом. Поэтому все-таки именно вам мечтать необходимо и даже обязательно. И в целом ваше внутреннее состояние будет влиять на то, опять же, сколько вы можете заработать и сколько вы будете иметь. Хотя, возможно, кто-то из вас даже решит, например, инвестировать свои деньги в какие-то проекты, в финансовую сферу, например, в биткоины, там какие-то стартапы инновационные, ну, что-то такое, да, и вот получается, что вы деньги как бы вложили в какие-то проекты, но поступлений у вас, естественно, пока нету, либо они будут очень мизерными, то есть свои плоды вот эти проекты дадут именно в долгосрочной перспективе, и на долгосрок куда-то вкладывать деньги, конечно, можно. И в целом в этот период вы не склонны подписываться на какие-то авантюры, то есть только работа и вложение на долгосрок. Но обязательно все просчитывайте по 10 раз, да, потому что Сатурн, он действительно не любит спешки, он любит грамотный, профессиональный подход, и в вашем случае он должен как бы применяться ко всей финансовой стороне вопроса. И второй дом у нас также не только про деньги, но это про наши и нематериальные ресурсы, то есть энергия, время, силы. И тут тоже вам следует навести порядок, правильно распределять вот эти все свои ресурсы, то есть на какие дела и сколько энергии вы тратите, завести ежедневник, расписать вот дела в Google календаре прям по часам, жить согласно этого расписания, иначе в ваших делах будет твориться хаос, и вы действительно рискуете превратить свою жизнь в какой-то такой даже день сурка, где работа, задача, многозадачность будут просто накрывать вас головой, и вам, ну, как результат, это все приведет вас к сильной усталости и даже выгоранию. И это может в том числе сказаться на вашей психике, потому что в том числе Сатурн у нас аспектирует 4-й дом гороскопа, и если вовремя не остановиться, то может появиться такое ощущение моральной подавленности и апатии к жизни, когда просто вообще ничего не хочется, ни работать, ни жить, ни общаться там со своими близкими и так далее. Да? То есть вы словно попадаете в какой-то замкнутый круг, задачи накапливаются, вы их решаете, но вместо вот удовлетворения вы ощущаете только усталость. И вы можете еще больше возложить на свои плечи какой-то ответственности, например, за свою семью. И будет присутствовать такое ощущение долга, которое может вас угнетать. И в какой-то степени вы будете вот вкладываться, для других стараться сделать лучше, больше, брать на себя вот ответственность за них, но при этом в ответ вы не всегда можете получать какую-то обратную связь, какую-то благодарность, да,
То есть как будто для окружающих вас людей, для вашей семьи это норма и в порядке вещей. И вот тут тоже актуально, что надо все-таки своевременно сделать паузу, поработать над собой, над своей самооценкой и не позволять другим занижать ее, как-то вас обесценивать и вами манипулировать. То есть все-таки надо выстраивать четко личные границы и нормы дозволенного. И, возможно, кто-то из вас даже реорганизует свой быт, реорганизует свое пространство в доме. Кто-то будет закупать, например, новую мебель, наводить дома порядок. Кто-то из вас может даже сменить место своего жительства, переехать в другую недвижимость. Либо, например, вы можете задуматься о переезде в другую страну, либо как-то заинтересоваться покупкой или продажей движимого и недвижимого имущества. И не исключено, что вы можете как-то решать вопросы даже с наследством или вступать вот в права наследства. Либо в этот период вы можете получать иные страховые социальные выплаты, но помните, что могут быть какие-то вот опять же задержки в получении этих выплат, либо они могут быть по размеру немножко меньше, чем вы на то рассчитываете. И, конечно, такой аспект может давать вам страхи, например, что вы останетесь без денег, без работы, без опоры, станете, например, жертвой мошенников или с чем-то вот вы не справитесь. Но помните, что это всего лишь страхи, да, которые вам надо же проработать и вот как бы намеренно, я бы даже сказала, с ними столкнуться. То есть Сатурн может поднимать вот эту тему, и это для вас является точкой роста. Также Сатурн аспектирует 11-й дом гороскопа, и это про то, все-таки как правильно распоряжаться своими деньгами. Но про это мы с вами уже поговорили. 11-й дом у нас также про общение с друзьями, с единомышленниками, с аудиторией, либо с какими-то влиятельными людьми, например, там, с начальством. У кого-то из вас может даже смениться круг общения, команда, кто-то может больше общаться со своими друзьями, единомышленниками именно по средствам онлайн, например, через разного рода мессенджеры. Кто-то из вас может даже развивать свой личный бренд, развивать свои социальные сети, либо свое как бы позиционирование на медиаплощадках, проявляться более активно как эксперт. То есть в любом случае вам, конечно же, надо научиться вот с таким положением выстраивать прочные долгосрочные отношения вот либо с коллективом на работе, либо со своей аудиторией, либо со своими клиентами, потому что чем прочнее ваши связи, чем больше людей в вашем окружении, тем все-таки больше возможностей у вас для увеличения вашего финансового потенциала. И еще добавлю, что в этот период все-таки важно поработать над своим питанием, над своим образом жизни, над своим иммунитетом, потому что могут возникать вот проблемы либо с зубами, желудочно-кишечным трактом. Стоит отказаться от разного рода интоксикаций. Ну, это, конечно же, в идеале, да, от того, что поступает к вам в рот. И иначе это все может приводить к разного рода заболеваниям, да, поэтому фокус на здоровье очень важно держать. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям. Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. А сейчас поговорим про планету Юпитер, планету удачи, роста, расширения, благосостояния. И Юпитер находится в 4-м доме вашего гороскопа до 14 мая 2025 года. И, конечно же, давайте сразу начнем с темы финансов, потому что Юпитер, как планета денег, которая еще и управляет в вашем гороскопе домами денег, все-таки указывает, что если вот в 2024 году вы с недвижимостью никаких дел не имели, то вот в первом полугодии 2025 года однозначно будете. Кто-то может вложить свои деньги в приобретение новой недвижимости, либо, например, участка под строительство дома. У кого-то это может проиграться как приобретение нового автомобиля. У кого-то как, например, покупка либо аренда нового офиса.
Кто-то из вас может даже сдавать свое жилье в аренду. Кто-то может создавать, инвестировать, например, в семейный бизнес. Причем инвестировать я все-таки имею в виду не только деньги, но опять же и свое время, свою энергию, свои ресурсы, да, и развивать вот эти направления. И можно даже сказать, что вот ваш доход, он в том числе может каким-то образом зависеть от вашей семьи, либо от ваших желаний. То есть чем больше желаний и потребностей, тем больше вы стараетесь заработать. И это своего рода как бы мотивация для вас, основная мотивация именно в этот период времени. Ну и ваша семья, ваши родные, близкие также являются вашей мотивацией. И вы вполне можете вкладывать свои деньги в удовлетворение их хотелок, помогать им каким-то образом финансово. То есть вот тут, по сути, работает принцип, да, моя семья, мое богатство, и вы сами будете становиться даже гораздо счастливее, когда вы будете ощущать вот эту потребность родных и близких в каких-то ваших действиях, вашем внимании, вашей помощи, вашей финансовой помощи. И не исключено, что вашей маме тоже может понадобиться своего рода финансовая помощь, либо это могут возникать какого-то иного рода вопросы, которые потребуют тоже вашего внимания, вашего ресурса, и вы единолично будете разруливать вот эти проблемы и, например, их решать. Еще одна важная тема четвертого дома — это, конечно же, ваше внутреннее состояние, ощущение вашего внутреннего счастья. То есть здесь речь идет именно о счастье, о гармонии, о каком-то психоэмоциональном балансе. И вот с одной стороны, удовлетворение счастья приносит вам деньги. С другой стороны, вы помните, что каждую копейку, особенно до апреля 2025 года, все-таки надо просчитывать и готовить, скажем так, подушку безопасности от греха подальше. Но кто-то из вас может начать изучать психологию, астрологию, либо какие-то иные глубинные эзотерические направления. Да? Кто-то из вас может обратиться за консультацией вот к этим помогающим практикам, либо пройти, например, курс терапии у психолога. Кто-то будет вот изучать, исследовать эту тему самостоятельно. Например, вот даже с помощью YouTube-специалистов, да, а кто-то может даже инвестировать свои деньги вот в развитие этих направлений и создавать какие-то свои проекты. И вы также можете привлекать какие-то инвестиции для развития своего бизнеса в этот период времени, либо вы можете инвестировать в какие-то вот проекты, акции, которые тоже будут приносить вам пассивный доход именно в долгосрочной перспективе. Либо, опять же, это может быть указание на то, что вы можете получить какое-то наследство, страховые выплаты, социальные выплаты и так далее. Да, то есть то, о чем мы с вами уже проговорили в этом видео. И все-таки с большей вероятностью все это произойдет именно во втором квартале 2025 года. Кстати, как вариант, это могут еще вскрыться в вашей жизни какие-то семейные тайны, которые тоже могут вас каким-то образом повергнуть в шок и так далее. И также Юпитер у нас аспектирует 10-й дом гороскопа, значит, стоит ожидать все-таки каких-то важных изменений именно в вашем профессиональном или социальном статусе. Например, когда вы были холосты, стали женаты, либо были женаты, потом развелись, либо был гражданином одной страны, стал гражданином другой страны и получил, соответственно, там карточку, подтверждение, да, то есть ВНЖ, либо где-то себя зарегистрировал, тоже получил там статус родителя, статус, например, ИП, владельца фирмы и так далее. И если говорить непосредственно про карьеру, то тоже вы сосредоточены на расширении своего влияния, на укреплении своего авторитета. Кто-то из вас может занять руководящую должность, взять шефство над каким-то проектом, полностью там от и до контролировать какой-то бизнес-процесс, качество и так далее. И можете даже сказать, что вы пытаетесь в этот период немножко объять необъятное и выжить максимум вот в какие-то короткие сроки, но опять же мы не забываем про качество, которое вам необходимо соблюдать.
И также Юпитер аспектирует 12-й дом гороскопа, поэтому, собственно, в первом полугодии у вас также есть вот все шансы, чтобы отправиться в какую-то поездку, либо в какое-то там заграничное даже путешествие. Вы можете заняться более активно собой, своим состоянием, гармонизировать себя, уединяться, практиковать йогу, медитации, либо какими-то иными способами прорабатывать свое состояние, расширять свое мировоззрение. Кто-то из вас может даже больше времени проводить вот в сети интернет, онлайн, там засесть в каких-то соцсетях, общаться с иностранцами и так далее. И вот, кстати, не исключено, что вы можете даже вкладывать каким-то образом свои деньги за границу, либо в какие-то вот инвестиционные, либо тайные проекты. Либо, опять же, как мы говорили, прибыль может приходить к вам от иностранных клиентов. А затем с 14 мая по 18 октября 2025 года и потом с 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер будет находиться в 5-м доме вашего гороскопа. И в первую очередь такое положение, конечно же, продолжает тему вот развития собственного проекта, создания какого-то своего детища, инвестиций. И вот здесь вот у вас появляется прям жажда признания, когда действительно хочется блеснуть во всей красе и показать свою уникальность миру. И в какой-то степени вы можете быть первопроходцем в какой-то деятельности, быть автором, создателем чего-то, лидером команды. Это на самом деле действительно прекрасное время, чтобы создавать какие-то новые проекты и тем самым вдохновлять других. Это могут быть интеллектуальные, творческие, образовательные и управленческие проекты. С таким положением вы сами можете вкладывать свой ресурс в получение какого-то образования. Вы также можете проходить какие-то вот курсы, мастер-классы, тренинги, хотя и вкладывать вот даже в организацию вот этих мероприятий, там, в организацию, может быть, каких-то конференций, вы тоже можете. Кто-то может заниматься самообразованием, да? Кто-то может поступать, например, в вузы, либо брать консультации и обучение у более профессиональных экспертов, чтобы приобрести какие-то вот новые знания, которые в последующем вы действительно можете монетизировать и использовать в том числе, опять же, в своей предпринимательской деятельности, если будете ей заниматься. К тому же Юпитер у вас аспектирует 9-й дом гороскопа, и это опять же указывает, что в вашей жизни действительно будут появляться какие-то новые учителя, наставники, которые более опытные. Это могут быть более опытные эксперты, советники, которые готовы поделиться с вами своим опытом, своим мировоззрением, своими наблюдениями, своим бэкграундом. То есть этот период, он действительно хорош для интеллектуального развития, и вы можете даже со своей командой организовать какую-то исследовательскую работу. Но в погоне за прогрессом важно все-таки не потерять свою суть. И этот период хорош, чтобы заниматься своим хобби, творчеством, как-то наслаждаться жизнью, посещать разные мероприятия, концерты, музеи, театры, кино. То есть мероприятия, которые помогут вам расслабиться и как-то вот проявить себя с лучшей стороны, увеличить свою самооценку, прочувствовать свою самоценность. И чтобы вот прям хорошо зарабатывать, надо вот конкретно в вашем случае иметь хорошую самооценку. И как раз это мы с вами обсуждали при анализе Сатурна. Сильную поддержку вам может оказывать ваша родительская семья. Но если вдруг появится, скажем так, неудовлетворенность своими заработками, и у вас нет ресурса, мотивации для того, чтобы что-то делать, тогда стоит остановиться и задуматься, а в чем же заключается вот ваша самоценность, а что нового и полезного вы действительно можете создать вот в этот период. И также 5-й дом — это у нас сфера романтики, романтических увлечений. В такие периоды часто появляется больше свободолюбия. И в такие периоды отношения у вас могут закрутиться с друзьями, с бизнес-партнерами, например, либо с какими-то там влиятельными, популярными людьми.
В этот период может быть много романов, много флирта, да, то есть отношения это, скажем так, становится для вас как игра, и игра без правил даже. И, конечно, 5-й дом — это сфера наших детей, и, с одной стороны, вам захочется больше времени уделять своим детям, их воспитанию, возможно, вы даже пересмотрите, каким-то образом методы своего воспитания, то есть вот измените свои взгляды на жизнь своего ребенка, на стратегию его развития, воспитания, и вы можете вкладывать даже свои материальные, нематериальные ресурсы в развитие своих детей, организовывать какие-то проекты даже на детскую тему. А у кого детей нет, то у того может быть либо фанатичное желание иметь ребенка, либо же наоборот. Это может быть как полный отказ от этой идеи. Но в целом шансы есть, чтобы беременность и рождение ребенка все-таки произошли. 5-й дом — это еще биржи, трейдерство, брокерство, но это быстрые деньги, да, из серии как бы вложил и быстренько получил. Ставки, игры, лотереи, все это может быть актуально для вас, но смотрите, как бы сильно не заиграйтесь, потому что Сатурн все-таки по итогу может оставить вас без штанов. Хотя вот кто-то может, например, выиграть деньги, чтобы их потом куда-то вложить. В этот период также могут происходить какие-то заграничные поездки, в том числе могут происходить заграничные поездки с образовательной целью, могут происходить какие-то новые знакомства, причем с более влиятельными, авторитетными людьми, которые опять же помогут вам в масштабировании вашего проекта. Это прекрасное время для вас, чтобы идти в масштаб, демонстрировать свою экспертность, заявлять о себе как о профессионале своего дела, работать над личным брендом, над собственным позиционированием, развивать свои таланты и, возможно, даже самому становиться вот таким прям масштабным экспертом для других людей. Давайте с вами мы еще обсудим такой маленький период, когда Юпитер будет находиться в знаке Рака в 2025 году. Это произойдет с 18 октября по 5 декабря 2025 года, и Юпитер в таком положении будет в 6-м доме вашего гороскопа. И получается, что в эти 1,5 месяца вы можете возложить на себя, прям очень много обязательств, очень много задач, и вот решение вопросов, да, в которые вы будете уходить просто с головой, работать не поднимая головы. В работе, в финансах, в инвестициях могут наблюдаться в этот период какие-то сложности. То есть вам придется тушить пожары прям в прямом смысле этого слова. Могут происходить какие-то конфликты, как в коллективе, так и дома, например, либо конфликты с более влиятельными людьми. В ваш адрес тоже может обвалиться какая-то серьезная критика, придирки, даже буллинг. У кого-то произойдет, например, увольнение, кто-то пойдет в этот период в декрет. Но если направить эту энергию в плюс, тогда вы можете ее использовать таким образом, чтобы закупать какую-то технику, технологии, оборудование для своей работы. Старайтесь в этот период не влезать в конфликты. В этот период вы также можете оказывать поддержку и помогать другим людям в каких-то бытовых вопросах или по хозяйству, либо займетесь благотворительностью. Вы можете помогать другим людям деньгами в том числе. И, конечно, 6-й дом — это про государственные организации, про какие-то бюрократические системы. Возможно, вы в них будете осуществлять какую-то деятельность, оформлять документы, что-то регистрировать или как-то с ними выяснять отношения, возможно. Как вариант, в этот период вы также можете проходить серьезное обследование и инвестировать деньги в свое здоровье. Либо вы можете взять кредит на развитие какого-то проекта, например, на развитие своего проекта, либо на развитие каких-то инструментов, на покупку этих инструментов. Также возможны сложности в этот период в отношениях с братьями и сестрами, если у вас есть, могут быть конфликты, борьба, либо в их жизни могут происходить какие-то иные проблемы. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь?
Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать, куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. Далее, давайте поговорим с вами о положении Раху и Кету. Это наши с вами кармические точки, которые также оказывают сильное влияние на событийный ряд в нашей жизни. И до 29 мая 2025 года Раху находится во втором доме вашего гороскопа, а Кету в восьмом доме гороскопа. Тут опять же активно поднимается вопрос вашей самооценки, ваших страхов. И эту тему вам придется все-таки активно прорабатывать. В какой-то степени у вас может быть даже зависимость от каких-то чужих денег, от денег партнеров, инвесторов. И у кого-то это может проиграться так, что этих ресурсов и этой поддержки, особенно после апреля 2025 года, вы можете лишиться, из-за чего будете искать какие-то новые смыслы в себе и думать, куда вкладывать свои деньги именно самостоятельно, да, чтобы зарабатывать. Кто-то из вас может заниматься какими-то исследованиями, копать глубоко в какую-то тему, пытаться разобраться в деталях этой темы. Либо у вас может быть сильно проявлен интерес в сфере эзотерики, каких-то глубинных истин знаний, психологии, философии. То есть все, что мы с вами в этом видео уже обсудили. И кто-то из вас может даже монетизировать эти знания, начать их более профессионально развивать это как хобби, более активно, более масштабно. Но по факту-то ваша кармическая задача заключается в сфере именно второго дома. И это в первую очередь ваш личный заработок, то есть сколько вы сами сможете заработать и отложить опять же в свою кубышку. И кому-то из вас придется реорганизовать свои финансы, кому-то придется найти новые источники дохода и так далее. У кого-то они появятся, как мы говорили в начале видео. И в этот период у вас также может быть много идей, и в какой-то степени образуется такой режим многозадачности, когда вы просто как белка в колесе мечетесь между этими задачами. И тут важно научиться правильно распределять и свое время, и силы, и энергию, правильно организовывать свое пространство, свое расписание, распорядок дня, планировать все задачи и приоритетность их выполнения. Может быть много рутинных бытовых дел, потому что вы, по сути, как затычка в каждой бочке. И, конечно, ваш статус в профессиональном плане тоже может каким-то образом поменяться. Например, когда вы вступаете в какую-то новую должность, либо покидаете там старую должность, регистрируете бизнес и так далее. Ваш статус в социальном плане тоже меняется. Когда, например, вы там либо выходите замуж, либо оформляете гражданство ВНЖ, покупаете там офис, например, автомобиль, там статус родителя принимаете и так далее. Но мы опять же помним, что все это актуально именно в первой половине 2025 года, если события эти еще не произошли в вашей жизни в 2024 году. А затем с 29 мая 2025 года по 25 ноября 2026 года Раху уже будет находиться в первом доме вашего гороскопа, а Кету в седьмом доме гороскопа. Но опять же, давайте начнем с Кету, да, потому что это та сфера, где надо расставить все точки над «и». И в первую очередь он будет поднимать вопросы в сфере партнерских взаимоотношений. То есть здесь придется опять же пересмотреть все свои отношения, как любовные, так и отношения с партнерами, отношения с клиентами, навести в них какой-то порядок. В какой-то степени вы даже можете вести себя немножко как-то слишком вызывающе, высокомерно, тщеславно по отношению к другим людям. И может быть поэтому у вас опять же начнутся проблемы в каком-то коллективе, которые будут приводить к конфликтам. Но если делать все по уму, чтобы сохранить свою репутацию, то здесь все-таки совет. Надо быть щедрым, доброжелательным, помогать другим. Но на какой стороне будете вы и на какую все-таки чашу весов
поставят вас обстоятельства, вы увидите впоследствии. Но в любом случае настанет все-таки такой момент, когда вы поймете, что отношения с кем-то уже себя изжили, и в какой-то степени вам действительно захочется поставить вот эту финальную точку, выйти из этих отношений. У кого-то из вас это, опять же, проиграется как разрыв бизнес-партнерства, у кого-то это проиграется как развод, разлад в личной жизни, потому что вы с головой впоследствии можете уйти вот в эти новые романтические какие-то приключения. Либо из-за того, что ваш вектор внимания, опять же, будет направлен в какие-то другие темы, ваши отношения просто априори отойдут на второй план, и вы своему партнеру, своему там супругу будете меньше времени уделять, меньше проводить с ним своего времени, будете меньше как-то общаться, и вот по сути это будут не отношения как бы в прямом смысле этого слова, а какое-то там сожительство на, возможно, выгодных условиях. Либо может быть другой вариант, когда у вас могут появиться даже какие-то тайные отношения, тайные влюбленности. Мы помним, что могут появиться в вашей жизни новые знакомства, новые романтические увлечения, либо это может быть партнер, которого вы будете скрывать от окружающих, как-то держать его в секрете, ничего никому про него не рассказывать, да, и тут как бы вот может быть два варианта, что либо вы холосты и просто вот не распространяетесь как бы про свою жизнь, либо вы все-таки женаты, и вы можете скрывать таким образом своего любовника либо любовницу. Но помните, что всегда все старое, все тайное становится явным. А вот новый опыт, который вы должны приобрести, конечно же, касается непосредственно вас, вашего личного бренда, вашей экспертизы. То есть это время, когда вам придется подумать, кто вы, что вы, поискать в себе какие-то смыслы, таланты, которые вы можете транслировать в окружающий мир. То есть это время, когда вы действительно можете активно заняться саморазвитием, вкладывать в себя, в свои знания. И вот, например, также в это время вы можете поработать над своим внешним видом, купить новую одежду, обновить гардероб, изменить как-то прическу, устроить себе там фотосессию. Это отличный транзит, опять же, для продвижения себя в обществе и для работы над своим профессиональным и экспертным брендом. И тут все-таки как вариант, также вы можете создать некий образ, используя либо искусственный интеллект, либо какие-то вот иные технологии, инновации и так далее. И также, как мы с вами говорили ранее, вы можете проходить какие-то курсы, мастер-классы, посещать профессиональные конференции, там, нетворкинги, клубы единомышленников, да, какие-то марафоны, возможно, которые, опять же, будут позволять вам приобретать новые навыки, оттачивать свое мастерство, развивать свое хобби, то есть оттачивать профессионализм вот по теме интересов, которыми вы увлекаетесь. Либо вы сами можете проводить и организовывать такие мероприятия. И Раху нам также подтверждает, что у кого-то из вас появится сильное желание иметь детей, и вот кто-то из вас будет заниматься планированием беременности, но у кого-то из вас этими вот детьми могут стать ваши ученики и последователи, там аудитория, когда вы, например, создаете какой-то свой проект, свой продукт и вот работаете над его масштабом, над, собственно, развитием своего личного бренда. Кто-то из вас может в этот период посещать другие города, другие страны, ну, как-то путешествовать, чаще общаться с иностранцами, либо каким-то образом вы можете перенимать их опыт. Кто-то из вас даже может подружиться с кем-то из своих учителей, либо эти учителя могут пригласить вас в какие-то свои проекты, например, там, стать преподавателем, куратором на какой-то образовательный продукт, например, либо ну, на какой-то еще продукт, смотрите уже по своей ситуации. И также вам могут предложить выступить на какой-нибудь конференции, либо вы будете обучать новых сотрудников, новую команду, да, то есть, опять же, у каждого это свой вариант. Но давайте теперь мы с вами перейдем к рассмотрению ретроградности планет, то есть это такие у нас специальные периоды, когда планета замедляет выполнение своих функций и заставляет нас немножко вернуться назад, пересмотреть пройденный опыт, исправить ошибки, навести вот порядок в каких-то старых делах, изменить, возможно, даже свою стратегию. Соответственно, на слайде вот вы видите периоды ретроградности Сатурна и Юпитера. И, соответственно, они будут тормозить все процессы и все те обещания, которые мы с вами только что озвучивали в видео, и заставят вас
пересмотреть вот этот пройденный опыт, изменить стратегию, да, то есть особенно вот ретроградный Сатурн, он все-таки у нас про обязательства, про какую-то структуру, алгоритмы выполнения той либо иной задачи, и он даже заставляет посмотреть своим страхом лицом, сделать шаг туда, куда вы боялись делать. Он учит нас терпеливости, спокойствию, заставляет вырабатывать новые стратегии, новые пути достижения своих целей, и он заставляет нас правильно оценивать вот этот путь, ресурсы и время для достижения, опять же, своих задач. А ретроградный Юпитер — это уже немножко другая энергия, то есть он все-таки больше заставляет пересмотреть свои убеждения, принципы, ценности. То есть он словно философ, который вот задает вопрос: а зачем ты вообще вот это делаешь? Какая цель за этим стоит? Какая миссия? Куда это все должно прийти и как это скажется на окружающих? Также на слайде вы видите период ретроградности Марса, то есть этот период мы как раз-таки сейчас и проживаем, а Марс — это планета действий, борьбы, достижений, это тактика, да, достижение той либо иной цели. И, соответственно, когда замедляется Марс, он не дает нам ничего выполнять сполна и заставляет нас пересмотреть, опять же, именно свою тактику достижения поставленных целей. Зачем ты это делаешь? Почему ты делаешь это именно таким образом? Да? То есть вот все это идет по Марсу, и нам надо над этим поработать. Далее вы видите на слайде периоды ретроградности Венеры. Венера — это у нас планета любви, красоты, творчества, материального благополучия, наслаждения. И, соответственно, она заставляет нас подумать вот в свой период все-таки, какие ценности нам важны в отношениях. Какими мы видим свои идеальные отношения, кто есть наш идеальный партнер, да, как это любить идеально. И на самом деле это хорошее время для переоценки, исправления каких-то ошибок, недомолвок там с кем-то в отношениях, то есть когда надо расставить все точки над «и» в старых отношениях. И вот, собственно, в этот период всегда возвращаются наши бывшие, наши незаконченные истории. И у кого-то из вас действительно могут опять возобновиться вот эти старые чувства. Но тут все-таки надо подумать, а нужны ли вам снова эти отношения, куда они вас приведут. То есть этот период лучше все-таки посвятить тому, чтобы либо улучшить существующие отношения, либо вот чтобы помечтать, какими ваши идеальные отношения должны быть, да, и разобраться все-таки как-то в себе. А также вы видите на слайде, когда у нас Меркурий становится ретроградным, это наш самый популярный герой ретроградности, о котором обычно пестрят все новостные повестки в соцсетях. Его ретроградность наступает 3 раза в год, как правило, и, соответственно, Меркурий — это планета коммуникации, технологий, информации. Мы все знаем, когда он становится ретроградным, все надо перепроверять по 10 раз, потому что техника выходит из строя, в документах допускаются ошибки, люди неправильно друг друга слышат, неправильно друг другу изъясняют свои мысли, то есть все идет просто сикость-накость наперекосяк, и, конечно же, тут надо быть предельно аккуратными и перепроверять абсолютно все, перепроверять и то, что вы подписываете, и то, о чем договариваетесь, то есть лучше новые проекты не создавать в этот период. В этот период лучше не устраиваться на работу. Если вы куда-то путешествуете, летите, опять же, будьте готовы, что в расписании может все поменяться. Но, опять же, эту информацию более детально я буду рассматривать именно в видео с астропрогнозами на месяц, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не упустить эту полезную астрологическую информацию. А мы с вами идем далее и переходим к теме затмений. Я думаю, что вы на просторах интернета тоже уже не раз слышали, как все астрологи страшат этими периодами затмений, но на самом деле бояться их не стоит. В 2025 году у нас с вами будет 2 коридора затмений, одно весеннее, второе осеннее, и длится коридор затмений у нас ровненько 2 недели. И это своего рода проверка и экзамен, а в том ли направлении вы двигаетесь, по тому ли вы пути идете, которые вот, собственно, мы с вами разобрали, когда разбирали транзиты Раху, Кету, Сатурна и Юпитера. И, собственно, коридор затмений как бы устраивает проверку и направляет вас на путь истины какими-то внешними обстоятельствами, если вы не идете добровольно.
Весной коридор затмений у нас открывает лунное затмение 14 марта, закрывает солнечное затмение 29 марта. Осенний же коридор затмений у нас открывает лунное затмение 7 сентября, а солнечное затмение 21 сентября. Я вам все-таки рекомендую пометить себе эти даты и взять еще диапазон 3 дня до, 3 дня после вот этих 2 недель, то есть этого получается 3 недели сидеть бояться, но не бояться, а как бы быть начеку, да, потому что все-таки планировать какие-то важные дела, важные события, там важные поездки, важные покупки лучше не надо, лучше вот переждите, иначе вам это все может аукнуться. Вот, а сам период коридора затмений все-таки старайтесь держать себя немножко в руках, не поддаваться на манипуляции, какие-то провокации от других людей, от жизненных обстоятельств, потому что да, период может быть немножко эмоциональным, но если не поддаваться, то вы его проживете просто легко на изи. Далее мы с вами переходим к разбору ключевых сфер жизни. То есть это у нас личная жизнь, здоровье, карьера, статус, деньги. И мы с вами посмотрим, в какие даты для вас есть тенденция взлета и благополучия, а в какие даты стоит быть более аккуратными. Но я обращаю ваше внимание, что это общие тенденции, и у каждого из вас ситуация действительно может складываться по-разному. То есть ваш личный гороскоп, он может либо ослабить влияние вот этих тенденций и этих периодов, либо напротив, подтвердить, что да, вот прям 100% эти события проиграются. И личная жизнь, вы видите, у нас 2 блока. Один из них это процветание, это наиболее благоприятные периоды для построения своей личной жизни, для получения каких-то удовольствий. То есть, когда в отношениях все гладко, партнер как-то радует, отношения радуют. Если вы холосты, вы можете встретить свою вторую половинку в этот период жизни. Кто-то из вас, наоборот, решит перевести отношения на новый уровень или даже их каким-то образом узаконить. Это хороший период для романтики, наслаждений, либо каких-то иных важных событий по теме личной жизни. И во втором блоке вы тоже видите даты, когда может происходить либо разлука с партнером, расставание какое-то, предательство, измены, может произойти какая-то иная стрессовая, неприятная ситуация именно в жизни партнера, да, и в этот период все-таки рекомендуется проявлять заботу и поддерживать своего близкого, избегая вот этих конфликтов и провокаций внешнего мира, если вы, конечно же, хотите сохранить свои отношения. Далее мы с вами переходим к теме здоровья, и опять же, вы видите периоды, когда можно проходить обследование, делать чекап организма, там, сдавать анализы и так далее. Либо в этот период вы можете заметить такое снижение активности, какую-то апатию к жизни, желание побыть один на один с собой, посвятить время себе, ну, какую-то такую усталость. То есть в вашей жизни в этот период меньше энергии и активности. Далее, лечение, то есть это наиболее вероятные даты, когда у кого-то из вас могут обостриться заболевания, вы можете обращаться в медицинские учреждения, либо будет происходить медикаментозное лечение, кто-то может для профилактики там, пропить курс витаминов и так далее. И есть еще один потенциально, это самый сложный период, я бы сказала, то есть здесь могут происходить какие-то стрессовые ситуации, когда ваше моральное состояние просто ухудшается, могут происходить какие-то неожиданные события, которые повергнут вас в шок, и это может быть на самом деле все что угодно, чего вы даже не ожидаете. Поэтому вплоть от эмоциональных потрясений до какой-то даже травматизации тела, все это может иметь место быть. Далее, давайте мы с вами перейдем теперь к теме карьеры, статуса. То есть здесь речь у нас, конечно же, идет не только о профессиональной деятельности, но и о социальных важных показателях жизни. Это может быть и оформление каких-то важных документов, регистрация чего-то, получение там, вида на жительство, гражданство, брак, развод, родительство, ну и какие-то другие достижения, которые влияют на ваш статус в обществе. И, соответственно, вы видите благоприятное время для роста и процветания в этих сферах. То есть, если там хотите повышения,
новое трудоустройство, либо вы планируете запустить бизнес, оформлять какие-то важные документы, где-то себя регистрировать, делайте это лучше, вот планируйте в эти даты, потому что здесь вас ждет успех, и все будет получаться легко, как по маслу. А вот во втором разделе это напряженные периоды, когда либо люди вокруг вас, либо какие-то внешние обстоятельства препятствуют вам в получении своих целей, да, и будут вставлять какие-то палки в колеса, то есть там увольнения, конфликты, проверки, разводы и так далее. Вот все, что ставит под угрозу ваш статус, вашу репутацию, будет проявляться в этот период. И теперь мы с вами переходим к еще одному важному слайду. Это, конечно же, тема финансов. Деньги в нашем гороскопе, они не связаны напрямую с нашей занимаемой должностью, то есть они могут приходить по своему графику, и, соответственно, на слайде вы тоже видите даты, которые указывают и на периоды финансового роста и процветания, то есть в этот период вы вполне можете получить какой-то дополнительный источник дохода. Кто-то найдет, например, подработку, кому-то вернут долг, кто-то что-то выгодно продаст. Может быть, вот какие-то выигрыши вы получите в этот период времени и так далее. То есть деньги откуда-то могут прийти. И, соответственно, в разделе потери и траты вы тоже видите даты, когда следует быть более внимательным к своим деньгам, к своим тратам. И, соответственно, если у вас заранее уже запланированы какие-то важные покупки, вложение денег куда-то, вот как инвестиции, это абсолютно нормально, да. Но если вы не планировали тратить деньги в этот период времени, что-то покупать, могут появиться какие-то спонтанные и, возможно, даже неприятные траты, когда вам придется за что-то вынужденно заплатить. Ну, например, там за лечение, либо штрафы какие-то, либо вы каким-то образом иным недополучите свои финансы, свои деньги. Друзья, таким образом получился прогноз на 2025 год для водолеев. Обязательно приходите ко мне в школу астрологии Орион на обучение, потому что лучше, чем вы сами, ваш гороскоп никто не разберет. И, конечно, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч!